Меня задолбало жить по чьим-то сценариям. Буду с тобой честен. Просто невероятно заебало. Что я должен делать так, как делают другие. Иначе у меня ничего не получится. Это я так думаю. А по итогу нужно просто делать то, как чувствуешь. Я просто стараюсь к этому привыкнуть и все. Не знаю. Просто стараюсь быть собой. Как же мы часто в себя не верим. То есть чем бы мы ни занимались, что бы мы не хотели начать, допустим, я вот и блогерство, да, как у меня это проявляется, типа, ой, да, очень много блогеров, типа, знаешь, очень много инфлюенсеров, по-любому для меня места не хватит, и то это очень много работы, и непонятно вообще получится или нет, ой, да лучше просто забить, типа, знаешь, когда я делаю какое-то видео, у меня точно так же, типа, блин, это кто-то мог сделать лучше, это все не идеально, это можно сделать лучше, можно сделать лучше. По итогу, реально, мы слишком много анализируем, и нужно просто вместо, бля, какого-то анализа, бесконечно просто анализ, нужно просто тупо взять и сделать. Да, сырой кадр получился, возможно, да, ну вот я, допустим, про YouTube говорю, окей, возможно, там не идеальное видео по твоему мнению, но а вдруг вот оно кому-то понравится, а вот тебе оно не нравится, а кому-то понравится. И так же самое вообще со всеми делами, проектами, хобби, которые у нас есть. Мы думаем, что это не для нас, мы боимся рискнуть. Но вот кто-то ведь же рискнул, и у него получилось. Так а почему может у нас не получиться? У нас тоже может получиться. Кто его знает? Откуда ты знаешь? Поэтому я предлагаю в себя не сомневаться и просто топить. Настроение так себе, короче. Я думаю, вы поняли, потому что я там говорил вам. И мне кажется, я редко с вами общаюсь как друг с другом. Вот мне просто нужно представить, что это не камера, тут немного людей. Много людей. Тоже себе бигуди накрутил. Блогер нашелся. Нужно просто представить, что типа я с кем-то одним разговариваю. И как бы с тобой, знаешь, так общаться. Я думаю, так будет проще и мне, и тебе. Мне-то тем более. Не знаю, настроение и дела. Но если бы ты спросил, как у меня дела, я бы тебе ответил, что дела, как я люблю, отвечать потихоньку, знаешь. Если я скажу плохо, это будет звучать как жалоба. Если я скажу хорошо, это будет вранье. Нормально, потихоньку. Есть много нерешенных проблем, которые нужно решать. Здоровье, работа скоро будет, разбитые ожидания в некоторых ситуациях. Вот. Много от себя требую в последнее время. Да, в принципе, я всегда был таким. Если я что-то делаю, то я много от себя требую. Там какой-то проект, YouTube-канал, работа, заработок. Просто много от себя требую. Сегодня делаю 50 килограмм на штангу. Посмотрим, как будет идти после перерыва. Если честно, не уверен, что у меня получится сразу такое поднять. Мне кажется, будет где-то 40-45 поначалу. Непривычно чуть снимать в зале. Стесняюсь чуть, но ничего, музыка у меня играет на полную в наушниках, поэтому мне, в принципе, все равно. Охуенно, я записал, короче, как я делал подходы, супер. Я молодец, блядь. Ничего не записалось по итогу. Я уже 2 подхода сделал штанги, 50 килограмм. Первый подход был 9 раз, второй подход был 7 раз. Что за рукожоп, я не понимаю. Как так можно просто? Ладно, этот посмотрите. Все, 6 раз сделал, этого достаточно. Что ты, как вообще? Как у тебя дела? У меня дела шикарно, потому что я возвращаюсь работать в Макдональдс. Со следующей недели не могу этого дождаться. Если что, это был сарказм. По графику у меня много смен по 10 часов.
Обычно вообще было 8, потом стало 9 часов, сейчас будет 10 часов. Как вообще я умещу всю свою жизнь в сутки, когда у меня есть личная жизнь, есть девушка, потом появится еще, я возвращаюсь на работу, потом, кроме этого, у меня еще монтирование там и так далее, типа постоянно вот эти, видосы, то есть я активно этим занимаюсь, пока не знаю, как это все будет. Мы такие нетерпеливые сволочи, что мы хотим всего и сразу. Вот мы начинаем что-то делать, что угодно, и мы просто ждем от этого сразу результата. Вот я только что общался с чатом GPT, он правду сказал, что какие качества у людей, которые достигли успеха. Вот я, читал статью про Брайана Джонсона, который, может, ты видел, по-любому сейчас оно все расфоршено, оно сейчас везде, это новости. У него не было денег, и он такой амбициозный, такой темщик, старается там что-то все делать, вот это. Я у чата спрашиваю, какие качества у него есть, которых нету у обычных людей. Я запомнил фразу, вот он привел в пример Илона Маска, Джеффа Безоса, его там и так далее. Эти люди готовы жить в неопределенности. То есть если 100% я, ты, там, большинство людей, мы не хотим жить в неопределенности, мы хотим иметь стабильность. То есть там понятно, что будет завтра. Нам важно, чтобы у нас была зарплата на месяц, чтобы мы могли планировать, чтобы нам было все понятно на месяцы вперед. Этим людям, вот 1%, им вообще пофиг, они привыкли жить в неопределенности, они готовы, они постоянно рискуют, они уже привыкли к этому риску, они постоянно живут в таком адреналине в жизненном, что для них неопределенность это что-то обыденное. Так, извини, что я купил в магазине еще впервые в жизни, мне кажется. ННС. Прикиньте, ананас купил. Что думаю, просто пришла зарплата. Думаю, а что бы не взять ананас? Тем более был по скидочке. Вот еще взял соевый соус. Такую прям бутыляку креатинчика. Креатинчик был по скидке, поэтому это самое, вы поняли. Куриная грудка. Семейная пачка тоже была по скидке. Тут килограмм мяса. Протеинчик. Кто как празднует зарплату. Я ее праздную так. Так, бицепс я тоже давно не делал. Начну с такого, с веса более-менее нормального. 14 килограмм в каждую гантелью. Нормально. 7 раз на каждую руку. Не хотел делать много. Опять же, лучше оставить один подход в запасе, потому что давно не упражнялся. Хорошо, руки прочувствовали. Забитость небольшая есть, это главное. Главное в этом плане не спешать, не психовать, не ставить рекорды. Если у тебя была пауза, потихонечку, помаленечку. Честно, я не знаю. Я бы делился больше, если честно, с вами. Своими там переживаниями и так далее. Поэтому, я думал, что это мало кому будет интересно, и что тут люди приходят за качественным контентом, понимаешь, а я тут буду со своими проблемами. Мне кажется, если не вам, то кому? Не буду же я заебывать и выливать все на своих ближайших людей. Лучше на незнакомых. Ладно, шутка. Вы поняли. Мне пришло письмо с Google AdSense, это по поводу монетизации на этом канале. Денег, конечно, у меня 0, не 0, конечно, но я еще не могу зарабатывать, к сожалению, на YouTube, но это хотя бы что-то. Такое начало у меня, начало чего-то интересного. Да, столько сомнений, конечно, у меня, естественно, очень много сомнений вообще, как оно все будет, и неизвестность. Мне страшно от неизвестности, понимаешь? У меня ничего другого нету просто, у меня нету ничего, кроме веры в себя, веры в процесс и надежды. Надежда, вера и все. Две вещи. Знаешь, в чем вообще проблема у меня, что меня вообще гложет? Для меня YouTube это слишком такая тема очень сердечная, душевная тема. Это то,
в чем я чувствую, что разбираюсь тоже, то, что мне хочется делать, и то, где я высказываюсь как-то, типа. Короче, я смотрю просто на других ребят, у которых там есть просмотры, там все получается и так далее. И даже этого не хотя, я их как-то копирую или, возможно, подражаю, даже непроизвольно, даже я, если этого не хочу, понимаешь? Просто делаю то, что уже работает. Типа я не делаю то, что я именно хочу, я не монтирую так, как я именно хочу. Я просто, типа, знаешь, ну, у него сработало, у него мне нравится, значит, я возьму у него. Такое было. Если честно, я хочу от этого отходить. Потому что это просто медленный яд. Что вам сказать? Мотивация есть, но я больше сейчас двигаюсь больше на дисциплине. То есть просто расти в Ютубе, в Инстаграме. Я в Инстаграме ничего вообще не выкладывал никогда, потому что для меня это была соцсеть такая, что это чисто там друзей полайкать, что-то такое, знаешь. А если я буду что-то снимать, тем более со своим лицом, это будет максимальный стрём какой-то, максимальный кринж, что все меня увидят. Но теперь мне стало настолько пофиг вообще, что увидят, что скажут. Во-первых, мне ничего не сказали, а только лайкают. Это уже как бы звоночек, да, что я зря переживал. И вообще, о чем вообще можно переживать, если у людей своя жизнь? И, короче, ну это максимально вот такая просто вечная тема стеснения, вечная тема, что на тебя все смотрят, и всем на тебя не все равно, знаешь, типа, а по идее у каждого своя жизнь, у каждого свои проблемы, и у нас жизнь одна, нужно просто ее жить как хочешь, делать, что захочешь. Вот, тем более я пересмотрел рилсов про Дэвида Гоггинса, где он говорил, типа, ты должен ошибаться, а потом уже только, знаешь, типа, будет что-то, будет результат. Так, отдохнули, поехали дальше. Отдыхаем не больше минуты, по крайней мере я так лучше работает. Вроде 6 раз сделал, нормально. Вообще, кто в спорте, как и я думаю, согласятся со мной, что порошковый креатин — это одна из самых мерзких штук, которые могут быть, я не знаю. Может, у меня, конечно, у одного так, но порошковый креатин, он просто такой мерзкий вообще. Ты его просто разбавляешь с водой, и ты им буквально давишься, я не знаю. У меня в последнее время так со всеми порошками, что с протеином, что с креатином еще. Вообще такая мерзость просто. Ну, блин, что ж поделаешь. Надо его пить, а то прогресс будет в 2 раза медленнее без него. Вообще, ребята, лайфхак для вас. У кого проблемы с желудком, и вы даже если вы не ходите на спорт, вы не занимаетесь не профессионально, не просто так вообще, у вас просто проблемы с желудком, там, ну, запоры там или еще что-то. Ну, короче, мы с вами, короче, близки. Что нам стесняться? Берете, короче, вот такую штуку. Называется псилиум. Псилиум — это как, короче, растворимая клетчатка. Уже, то есть, в виде порошка. Это то, что в киви, то, что в овощах. Я не говорю, что можно забить на овощи и на фрукты. Просто если у вас... ну, это реально экономнее. То есть, вы просто покупаете псилиум в порошке, разводите его с водой хорошенько, пьете много воды, выпиваете с псилиумом, и все, у вас как бы, ну... Короче, вы почитайте, как его пить. Просто я вам реально советую псилиум. Очень классная штука, если у вас проблемы с желудком, с перевариванием. Вы поняли. Час ночи. Закончил как раз делать монтаж ролика для английского канала. Уже запустил уже видео на канал. Вот по Америке у них сейчас там часов 6 вечера, не знаю, 5-6, что-то такое там. Все зависит от побережья, восточное, короче, там еще там южное, ну вы поняли. Вот, что там. Вот, у меня для озвучки Eleven Labs я использую яичный голос, естественно, не мой. Вот, у меня Клод для сценариев. Вот у меня был сценарий, он уже сделал, я уже как бы все готово. Вот, поэтому... Боже, как же я плохо говорю экспромтом. Почему? Нужна практика. Канал вам показывать не буду, к сожалению.
Потому что, ну, вы сами понимаете, я вас люблю и так далее, но а, там нужны англоязычные зрители. То есть это не канал, это я никому эту ссылку канала не даю, что это было, привет. Короче, я никому ссылку на канал не даю, даже своей девушке, прикиньте, какой я абьюзер. Потому что там только должна быть англоязычная аудитория, потому что хочу с этого зарабатывать денежки. Вот, а вам просто буду говорить о своих успехах. Возможно, буду какие-то скрины просто скидывать там, чтобы вы понимали, как у меня продвигаются дела, и не думали, что я кого-то там обманываю, и вам какие-то тут просто сказки рассказываю, несуществующие, вот. Такие дела.